Всем привет, дорогие друзья! Вот такие бусинки у меня сегодня будут в работе. Давно они у меня лежат, и что я только не придумывала, и каких бусин я только не подбирала. Трудно подобрать, да? Тут очень много цветов, и все разные такие оттенки, как вы видите. Это стеклянные бусины с эффектом кракле. Вот такие вот все в трещинках. Когда-то я уже делала из таких бусин украшения, только у меня бусинки были, по-моему, вот такого оттенка все. Ну, а здесь у меня, посмотрите, сколько разных цветов. И что я только не прикладывала. Ну вот, думала даже и с такими перемешать и что-то сделать. Потом что-то мне уже не понравилось. Потом я прикладывала вот такие у меня гранатики. Маленькие, 2,3 миллиметра. Так вот блестят, сверкают. Тоже хотела вместе сделать что-то. Ну, подумала, лучше я сделаю из этих бусин что-то отдельное. Сочетать с этими как-то не очень мне понравилось. Мне кажется, эти, по-моему, больше друг к другу подходят. Ну, потом я подумала, сделаю я такое украшение, не буду сюда добавлять никакого другого цвета, так как здесь предостаточно цветов. И еще что-то мешать, это бессмысленно, мне кажется. Они сами, эти бусинки, самодостаточные. Здесь хватает оттенков и цветов, и такие красивые рондели. Не помню сколько, сантиметр, по-моему. И здесь, конечно, нужен красивый или кулон, или подвеску придумать. Вот у меня есть вот такая подвеска, листик. Здесь тоже много разных цветов, стразики, как вы видите. Но здесь есть голубой цвет, а здесь его нет. И вот я не знаю, красиво ли будет с таким листиком. И у меня к листику есть вот такая застежка. Посмотрите, 1 в 1. Все цвета одинаковые. И можно просто поставить такой листик и сзади вот такую застежку. И ничего не выдумывать. И будет украшение замечательно. Конечно, нужно бусинки чем-то проставить, так как это материал хрупкий. И обязательно надо проставлять, чтобы они не потрескались. И когда будут в украшении лежать, лучше с проставочными бусинками. Я думаю, может быть, еще где-то проставить несколько бусин, вот таких вот поддержку. Подумаю, еще подумаю. Еще вот я думаю, может быть, вот такими бусинками проставить, плоскими. Это гематитовые. Они тоже такие радужные. Маленькие, по-моему, 4 миллиметра. И здесь тоже и золото присутствует, и вот такие оттенки розовые. Так эти бусинки нравятся. И часто я уже их ставила в украшения, как проставочные бусинки. Ко многим подходит бусинам. Такие аккуратненькие, маленькие. И я посмотрю, если они здесь будут красиво смотреться, я проставлю этими бусинами. Ну, а если не понравится, я буду, наверное, использовать вот такие круглые под золото. Вот такие у меня планы на это украшение. Ну, а из этого я думаю уже сделать другое украшение. Тут уже, я думаю, может быть, применить фурнитуру под серебро. Возможно и такое. Но я еще буду думать с этим украшением, потому что у меня несколько, как всегда, вариантов. На одном остановиться тяжело. Надо уже собирать и смотреть, как это будет получаться в итоге. Тогда уже и останавливаться на каком-то варианте. Но у меня должно получиться интересное украшение из этих бусин. Я так думаю. Ну а кому интересно, оставайтесь со мной. Я сейчас буду творить красоту, и результат вам покажу уже. И вот что у меня получилось. Первое украшение вот такое. Как я и сказала, я проставила бусинки гематитовыми, золотыми. Я показывала, какие. И так они здесь хорошо вписались. Их практически не видно, они сливаются, но дают такой насыщенный цвет бусинам. Очень красиво смотрится при дневном свете. И здесь очень красивая застежка, хорошо сочетается с листиком, подвеской. Здесь я не ставила никаких удлиняющих цепочек, так как
украшение 50 сантиметров. Я думаю, больше и не нужно. Здесь вот колечко такое же от застежки. Соединили и все. Очень красиво получилось. Бусинки такие самодостаточные. Здесь и не нужно было ничего добавлять. Они сами украшением служат. Вот такое первое украшение. Ну и, конечно, я оставила 2 бусинки, чтобы сделать серьги. Вот такие у меня получились сережки с подвесочками. 2 бусинки, зеленая и красная, и я их вот так поставила. Очень красиво смотрится. Конечно, посмотрите фотографии, кому интересно. Будут в конце видео. Это украшение будет в наличии. Если кому-то понравилось, пишите. Ну или я выставляю на ярмарку мастеров. Там немного цены выше, так как идут проценты за обналичивание. Ну и сейчас второе покажу. Ну и второе украшение вот так выглядит. Я сделала вот такую подвеску в виде кисточки. Прикрепляла я все это на нитке рыболовной. Она прочная. Здесь я так крепила, что нитку и не видно. Вот, посмотрите. Маленький узелочек, который я закрепила. И вот так выглядит кисточка. Здесь у меня бисер проставлен. Ну и на окончание я поставила вот такие, нашла подвесочки. Когда-то я их покупала. По-моему, магазин Жуков. Я оставлю фотографию. И если они есть в наличии, я оставлю ссылку на такие подвески. Они хорошо подошли по цвету. Сочетаются вот с этими крупными бусинками. Здесь я уже прикрепила бусинки и маленькую ниточку. Украшение коротенькое. Примерно 43 сантиметра. И красиво будет на груди лежать. У кого красивая шейка, можно под воротник надеть. Ну или на водолазку, или под нарядное платье. Здесь я поставила вот такие коннекторы. Нержавеющая сталь. И вот такой вот карабинчик. Здесь удлиняющая цепочка. Я на всякий случай ее поставила. Может быть и пригодится немного увеличить длину. И вот такое интересное украшение. Но сережек у меня не получилось, так как бусин было не так много. Что-то подобное я когда-то делала с тигровым глазом, с коричневым. Но я кисть собирала по-другому. И, по-моему, у меня была под золото фурнитура. Ну, а здесь вот такое вот получилось у меня. На мой взгляд, такое нарядное. Под вечерний наряд надеть, под рубашку какую-нибудь белую. Очень оригинально смотрится. Вот такие 2 украшения в наличии. Ну, кому понравилось, пишите, какое больше. Пишите комментарии, мне всегда интересно ваше мнение. Будем общаться. Ставьте лайки, если вам понравилось. И не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Много интересного у меня впереди. Ну, а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!